coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру «Убей или люби». Наконец-таки у меня получилось, и вот мы опять в «Убей или люби». Серьезно, я так соскучился по этой игре, что, серьезно, вы заскучились, я думаю, просто пипец, сколько у меня прям нехватка игр, сейчас, серьезно, у меня уже на подготове есть несколько игр, и я их сегодня залью. Мне пофигу на то, что мне игр мало, до хрена прохождений, ну блин, слишком все повторяется. Нужно хотя бы пару видео по другим играм записать, чтобы вас хоть как-то разбавить. Я не буду делать именно официальные прохождения там каждый день или по несколько серий в небольшой срок, а типа просто чтобы разбавить. А сейчас мы продолжаем, сейчас нас убивают, если можно так сказать. Волк грызет волка. Рекомендую предыдущую серию глянуть, на 20 секунде сейчас появится в правом верхнем углу подсказочка, чтобы понять, что там такое произошло и главный секрет вообще нашего персонажа. Кто бы вообще такой? Ну, как мы поняли, мы маньячок. Но о том, чтобы получше узнать об его истории, рекомендую эту серию глянуть. Ну, желаю всем приятного просмотра, а мы... Давайте вперед, погнали. Извиняюсь, секундочку. Вот, погнали. Длительность серии я увеличил, теперь серии будут идти по 30 минут. Подольше. Ее поцелуи были жестокими, совсем не похожими на настоящие. Ага, тебя целуют волчицы, считай, или какой-то дикая собака. Дикая сучка, если можно так сказать. Во-первых, это не оскорбление, и так, все там феминистки, тому подобные дамы. Так собака, так называется собака именно. Я не назвал именно лично ее, именно ею. Я просто сказал, что она похожа на породу собаки. Ладно, аккуратней. Ладно, все, хватит. Она скорее откусывала мне губы. Я попытался просунуть руки между нами и оторвать ее от себя, но Анна не сдвинулась с места. Подожди. Я сейчас слышал звук, как будто нам что-то вели. Я почувствовал себя бессильным. Я не мог даже закричать. Я пытался, но получалось слишком глухо, чтобы кто-нибудь смог услышать. Затем, поймав момент, я смог перекрутиться так, чтобы Анна все еще, будучи на мне, оказалась спиной к стене. Я наполовину побежал. Тьфу. Я наполовину побежал, наполовину упал на стену. Анна приняла на себя основную тяжесть удара. Ой. Ха-ха-ха. Это больно. Теперь она стояла на коленях, потирая затылок левой рукой. Иди нахер. Мои губы пульсировали от боли. Чувствовалось, что они кровоточат. Я дотянулся до них, и моя рука стала окровавленной. Черт возьми. Ты настоящая... Я очень поздно осознал, что во время нашей борьбы была еще одна вспышка боли. Ощущение, будто кто-то очень сильно ущипнул меня за левое плечо. Я посмотрел на это место и ничего там не нашел. Анна, что это было? Она посмотрела на меня, улыбнувшись, и раскрыла правую руку. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы увидеть, что она там держит. Мои глаза с трудом фокусировались. О, шприц. Пустой шприц. Дерьмо. Это было сложно. Что это? Чем ты меня накачала? Она отмахнулась от вопроса, как будто это меня не касалось. Чем-то, что поможет тебе погрузиться в приятный долгий сон. Разве не мило? Тогда мы сможем начать твое переобучение. Переобучение. Не шути со мной. Я сделал шаг в ее сторону. Мои ноги отяжелели. Мне показалось, или уже стало трудно двигаться. Я никогда не пройду через это снова. Слышишь? Я протянул руку, чтобы схватить ее, но вместо этого моя рука ударилась о стену почти через секунду после того, как Анна отошла в сторону. Блин, это секунду. Это похоже, не знаю, это просто на избиение младенца похоже. Мы еле живой уже, отключаемся, а она такая довольная. Яндерка фигова.
Тише. Она положила руку мне на плечо. Что ты пытаешься сделать? Отъебись. Я повернулся, чтобы добраться до нее. Но это было все равно... Но это было все равно, что двигаться под водой. О, пожалуйста, не делай этого, Джек. Это слишком забавно, чтобы не дразнить тебя. Я не могу сдерживаться. Я споткнулся, едва успев удержать себя, прежде чем моя голова коснулась пола. Мои глаза блуждали по потолку. Мои конечности налились свинцом. Я чувствовал, что не могу пошевелиться. Вот так. Помогите. Я был мухой. Помогите. Пойманный в паучью сетью. Пойманный паучью сетью. Серьезно? Что ты делаешь? Помогите. Без выхода из нее. Прекрати. Помогите. Соседи подумают, что мы странные. Я снова хотел закричать, но что-то застряло у меня в горле, и вместо этого я чуть не выкашлял легкие на пол. Что-то ты совсем вымотался, милый? Боже, да в тебе и впрямь была какая-то борьба. Было страшно. В следующий раз я обязательно... Что такое? Тогда я тоже это услышал. Заскрипела ручка входной двери. Потом кто-то дважды постучал по ней. Ах, Анна рассмеялась. кажется, я знаю, кто это. Меня тоже осенило. Я снова попытался закричать, но еще кашлял. Анна на цыпочках подошла к входной двери и заглянула в глазок. Ей пришлось зажать рот рукой, чтобы удержаться от смеха. Она мне сказала одними губами. Угадай, кто? Я знал, кто это. Она пришла рано, и я подвел ее. Анна подождала, пока стук не возобновился. Одним плавным движением она отперла дверь и открыла ее. И отступила назад. Грейс, споткнувшись, вошла, держа в руке нож. Джейк! Что? Анна была как в тумане. Она ткнула Грейс локтем в живот, а затем отпрыгнула назад, словно ожидая, что Грейс ударит ее. Грейс не сделала ничего подобного, ее нож выскользнул из ее руки. Она упала сразу после этого. Это все? Серьезно? Это все? Серьезно? Закрыв и заперев дверь снова, Анна подошла ближе, теперь уже без страха. Она пнула Грейс под ребра. Ты вторгаешься в чей-то дом, и это все, что ты можешь сделать? Чей-то драгоценный дом. Пожалуйста, хватит. Я извиняюсь. Анна вздохнула. Ты безнадежна. Она подошла к сумочке и порылась в ней. Я знала, что ты приложила к этому руку. Ты единственная, кто может так испортить моего Джека. Но больше не сможешь. Она принесла еще один шприц, на этот раз наполненный прозрачной жидкостью. Это доза Джейка. Постарайся не умереть, ладно? Стой! Хватит! Мне удалось встать на ноги. Я не позволю этому монстру причинить боль Грейс. Оставь ее в покое! Боже, не делай этого! Не делать что? Я посмотрел еще раз, но дело уже было сделано, шприц был пуст. Я был слишком медлителен. Сядь и снова будь хорошим, терпеливым мальчиком, пока я решаю, что мне делать с этой девушкой. Анна побрела в другую комнату. Крикнула она оттуда. У нас есть веревка, Джейк. Уверена, что я купила немного. Я бросился туда, где на полу лежала Грейс. Она больше не кричала Она больше не корчилась от боли. Вместо этого она лежала невероятно неподвижно. На секунду мне показалось, что она умерла, и мое сердце остановилось. Но она все еще была жива.
Она дышала быстро, неглубоко. Ее глаза были закрыты, но дрожали. Хреново. Мне нужно отвезти ее к доктору. Я посмотрел на вход. Каким-то чудом она оставила ключ в замке. А как насчет клейкой ленты, Джейк? Эй, Джек! Мне удалось повернуть ключ в замке даже в таком состоянии, в котором я находился. Я снова повернулся к Грейс. Хотя она, вероятно, не слышала меня, я должен был ей что-то сказать. Грейс, я пойду за помощью. Я скоро вернусь. Я не смог вынести ее оттуда. Я не мог вынести ее оттуда, так как сам был на грани обморока. Лучше, что я мог сделать, это позвать кого-нибудь с улицы, чтобы он помог мне. Я повернул ручку двумя руками. Дверь не открывалась. Что за... О нет, дверь была заперта на засов. Анна, должно быть, сама добавила замок на засове в нашей с Грейс квартире. Анна, должно быть, сама добавила замок на засове. В нашей с Грейс квартире его не было. Я попытался отпереть его, но мои пальцы не двигались так, как я хотел. Я пытался снова и снова. В лучшем случае мне удалось зацепиться ногтями за засов, чуть не оторвав их. Я чуть не заплакал от разочарования. Черт! На грани того, чтобы сдаться и опустить руки, я оглядел маленькую квартиру и нашел способ сбежать. Уф, мне придется либо надеть на нее свои очень красивые наручники, либо пойти... Джек? Где же... Вот дерьмо! Анна увидела, как я высовываюсь из окна ногами вперед. Она подбежала ко мне, я соскользнул еще дальше. Джек, ты же упадешь! Да. Удивительно, что мне удалось раздвинуть шторы и открыть окно своими бесполезными руками. Держись от меня подальше. Я держался за подоконник раскрытыми ладонями и соскальзывал. Нет, ты же себе навредишь! Возьми меня за руку! Я посмотрел на улицу подо мной. Когда я собирался вылезти, это не выглядело так пугающе. В конце концов, это был всего лишь второй этаж. Теперь я уже не был так уверен. Между мной и твердым бетоном было так много пустого пространства. Возьми меня за руку, Джейк! Джек. Блин, у меня просто теперь из-за того, что в Duskwood я переиграл, теперь у меня путают Джейк и Джейк. Джейк и Джек, блин. Честно говоря, я бы с радостью бы спрыгнул, потому что... Как сделал бы? Хотя ладно, что я говорю, я не был в такой ситуации и не хочу никогда оказываться. Я не знаю, что бы я сделал. Я попытался, конечно, бы что-то, может быть, от ярости попытался бы на нее напасть, но я думаю, так закончил бы так же, как и Джек. Если я правильно приземлюсь, все будет в порядке. Скорее всего. Чего ты ждешь? Анна схватила меня за запястье. Пока. Я разжал свои руки. Я ни с чем не был связан. Я плыл. Удар от приземления выбил из меня дух. Боли почти не было, но я знал, что приземлился неудачно. Я посмотрел на свое тело. Моя нога была такой формы, какой быть не должна. Я пришел в сознание, хватая ртом воздух. Теперь понятно, как мы все-таки поломали себе ногу. Я посмотрел на свою ногу. Над ней было одеяло. Я отодвинул одеяло в сторону. Моя нога была в гипсе. Она была прямой. Этот вид меня успокоил. Только тогда я понял, что нахожусь теперь все вместе. Глава 8. А вот он и финал, кажись, друзья. Только тогда я понял, что нахожусь не на своей больничной койке. Я в инвалидном кресле в каком-то заброшенном месте. Здесь холодно. Доброе утро, Соня.
Это была Анна с большим мешком непонятно чего у ее ног. Я ждал, пока ко мне вернется дыхание, прежде чем заговорить. Конечно, ты здесь. Был ли хоть один плохой момент в моей жизни без тебя? Она ничего не говорит, только улыбается. Я огляделся. Значит, ты похитила меня. В больнице тебя найдут. Нет. Я не похищала тебя, дорогой. Тебя выписали. Я выполнила свою бумажную работу и все такое. Тебя выписали немного раньше. Уверена, что ты рад. Но ты спал, так что мне пришлось за тебя расписаться. Доктор не очень возражал. Он даже позволил мне отметить твое пребывание в реабилитационном центре. Этот хренов доктор. Значит, меня никто не ищет. Вот как. Она держит меня там, где хочет. Она победила. По крайней мере, я хочу, чтобы она так думала. Я просунул большой палец под гипс и улыбнулся. Он все еще там. Прям там, где я его положил. Что? Зачем ты притащила меня сюда, Анна? И где мы? Ты хочешь сказать, что не узнаешь? Оглянись. Посмотрел в разбитые окна. Мы находимся довольно высоко. Под ногами растворяется море высокой травы. Под ногами расстилается море высокой травы. Посреди травы квадрат из темного бетона. Здесь ты показал мне свою любовь, передав огню все, что наполняло тебя напоминало тебе об этой девчонке. Скажи, где она? Жива? Ох, я была удивлена, как беспечно ты отнесся к этому. Анна пнула сумку у своих ног, и она проскулила. Боже, это была не сумка, это Грейс, связанная с кляпом во рту. Развяжи ее, черт возьми! Разве ты не видишь, она ранена? Она не ранена. Она в порядке, видишь? Анна убрала тряпку, которую засунула в рот Грейс. Я давала ей воду и еду и все такое. Большую часть времени. Но я хочу тебе сказать, что она была сущим наказанием. Грейс просто наблюдала. Отпусти, Грейс, ты монстр! Сними эти наручники. Руки Грейс скованы наручниками за спиной, ее ноги тоже скованы наручниками. Сейчас она что-то бормочет. Отпусти ее сам. Я дам тебе ключ. Анна ткнула ключом мне в лицо. С тобой никогда не бывает так просто. Что ты хочешь? Ты серьезно? Ты действительно серьезно? Ты спрашиваешь у меня, чего я хочу, Джек? Я хочу того же, черт возьми, что говорила тебе все это время. Я хочу, чтобы ты вспомнил нас. Хорошо, я вспомню. Ты вспомнишь? Мои чувства изливаются из меня. Я так долго держал их в себе. Да, я сделаю это. Ты убила мою семью, моего отца, мою мать и даже мою гребаную собаку. Вот. Ты счастлива, больная сука? Я видел твою книжечку с картинками. Вот как ты развлекаешься, да? Вспоминаешь? Так вот, почему ты хочешь, чтобы я вспомнил, а? Чтобы ты видела, как я кричу и умоляю сохранить мне жизнь? Пошла ты! Я не буду тебя ни о чем умолять. Я достал скальпель, который украл у доктора, и спрятал под гипсом. Если ты подойдешь ближе, я выпотрошу тебя, клянусь. А теперь отпусти Грейс, это касается только тебя и меня. Она не имеет к этому никакого отношения. Не разрушай больше жизней, чем ты уже разрушила. Джек. Я не буду повторять дважды. Живо! О, Джек. Анна обреченно вздохнула.
Ты действительно знаешь, как разочаровать девушку. Когда ты сказал... Ох, черт. Я должна была догадаться. Но секундочку. Что, черт возьми, ты такое несешь? Джек, ты... Уф, хорошо. Я больше не буду пытаться сделать это, хотя это было бы так романтично. Что ты? Я чувствую, приближается что-то плохое. Она завязала в сумочку. Тьфу, она залезла в сумочку и достала что-то маленькое. Она позволила ему упасть на пол. Это мой дневник. У меня дрожали руки. Я не понимал. Джек, Что? ты все неправильно понял, даже после того, как посмотрел книжку с картинками. Я не убивала твою семью, ты убил мою. Ее слова были тем, что я не учел. Я не осмеливался даже подумать о них. Но теперь, когда она их сказала, я знал, что это правда. И эта правда влетела на меня, как пуля между глаз. Плотина, которая была у меня в мозгу 15 лет, рушится, переливается через край. Воспоминания хлынули потоком. Где я? Я в каком-то темном и тесном месте. Укрытие. Я прячусь. Я снова здесь. Я не думаю, что когда-либо уезжал. Где ты, Джек? Хватит убегать. Нет, нет, пожалуйста, не дай ему найти меня. Пожалуйста. Вот, ему. Вот ты где. Боль. Так много боли, что меня тошнит. Я еще не привык к этому. Я никогда к этому не привык. Я не думаю, что кто-то сможет жить с этой болью. Я не могу. Это на превьюшечку. Мам, помоги мне. Холодный взгляд, как будто она смотрит на грязь. Так всегда бывает, изо дня в день. Это никогда не прекратится. Но однажды это остановилось. Наступила тишина. Ничего, кроме тишины. Тишина настолько бездонная, что она не позволяла ничему существовать, особенно мне. Это не так уж плохо. Нет никакой боли, но все снова начинает двигаться. У меня нет права голоса в этом вопросе. Меня относят к течению. Теперь все в порядке, Джек. С нами ты в безопасности. Пара теплых незнакомцев. Я даже представить себе не могу, как тебе было тяжело. Можешь называть меня мамой, если хочешь, но тебе это не обязательно. Мама? Да. О, большое спасибо, Джек. Мы любим тебя. Они притворяются милыми. Они притворяются, что я им нравлюсь. Они дали мне пищу, чтобы есть, и книги, чтобы читать, и всякие другие вещи. Они пытались заставить меня полюбить их. Они очень умные. Но я умнее, чем они. Кто-то убил их собаку. Мне нравилась эта собака. Должно быть, они убили собаку. Это то, что они сделают и со мной. Я знаю, на что они похожи. На что они все похожи. Я уверен, что этот дуралей сам прибил собаку и обвинил этих родителей. Пипец. Ну хотя что тут ожидать, блин. Волчонок, воспитанный, блин, в семье волков, точнее таких вот нелюдей. Таких вот нелюдей. Понятно, почему он превратился в маньяка. Я не хочу умирать. Я снова привык жить. И вот однажды ночью я взял нож. Я навестил девочку, которую они держали. И их кровь все еще была на мне. Я сделал это. Сделал что? Что это был за шум? Я думал, что это будет очевидно со всей этой кровью. Я все равно это сказал. Они мертвы. Мертвы? Глаза девочки широко распахнулись. Она сильнее сжала подушку. Кто? Мама и папа. Я подумал, она будет счастлива, но она начала плакать. Это не слезы счастья, это слезы грусти, а также слезы страха.
Она держала подушку между нами, как будто хотела, чтобы она ее защитила. Она меня боялась. Почему? Ага, дуралей, ты, блядь, ее семью зарезал. Извиняюсь за матик. Но, Эйнштейн, почему она тебя боится? Зарезал милую, добрую семью, которая тебя забрала от этих нелюдей. Адекватная у тебя логика. Блин, теперь мне даже жаль, блин, Грейс. Точнее, мне теперь даже Анну жалко. Потому что, думаю, в детстве она была доброй маленькой девочкой. А после того, как пришел вот этот вот Джек и прибил ее родителей, понятно, почему у него крыша поехала. Теперь ты свободна. Они не причинят тебе вреда. Она заплакала еще сильнее. Так пронзительно. Я не понимаю. Я сделал доброе дело. Скоро увидимся. Плач был такой громкий, что мне пришлось выйти на улицу. Здесь холодно, а теплой крови поднимается пар. Я сделал доброе дело, не так ли? Я сделал, но теперь есть сомнения. Я вспоминаю их глаза, когда они просыпались с порезанными шеями. Они не злились. Я не знал, что это такое. Теперь я думаю, они были печальны. Я запутался. Очень запутался. Я никогда так не запутывался. Я бросил нож. Слезы вырываются из меня, хотя я не хочу плакать. Все слишком сложно. Весь мир обрушился на меня. Я не мог с этим справиться. Я сломаюсь. И тут я услышал голос. Он звучал внутри меня. Это был мой собственный голос. Он шептал. Он говорил: «Это случилось не с тобой. Это вообще ни с кем не случалось. Все это было сном. Утром ты обо всем забудешь. Утром ты обо всем забудешь». Поэтому я лег и заснул. И к утру я уже все забыл. Все это вернулось ко мне в одной вспышке понимания. Я сидел так с минуту, едва дыша, в то время как его тяжесть проходила через меня. Когда я наконец огляделся, то понял, что у меня болит челюсть. Я все время сжимал ее. «Ты?» «Да. Сейчас я все вспомнил». Анна все еще смотрела на меня с подозрением. «Доказать сможешь?» «У тебя были короткие волосы, Анна. Я дразнил тебя по этому поводу. Я говорил, что ты похожа на мальчика». «Ты?» Анна сделала несколько шагов в мою сторону. Она упала, положив голову мне на колени. «Ты вернулся! И я так счастлива! Я так счастлива, что могу умереть!» «Тихо, тихо!» Я провел пальцами по ее волосам. Я не мог не пожалеть ее. Анна начала говорить, но рыдания мешают ей произнести слова. «И я знала, что если буду ждать, то ты вернешься ко мне. Это было очень жестко. Знаешь, то, что ты сделал. Ты показал мне все, а затем исчез». Я протянул ей конец своего одеяла. Она вытерла нос и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Спасибо. Ты научил меня всему. Понимаешь, Джек? Я никогда не смогу отблагодарить тебя за это. Сначала я испугалась и возненавидела тебя. Я была очень глупой, да? Но чем больше я думала о тебе, а думала я о тебе много, тем очевиднее становилась истина. Ты показал мне, каков мир на самом деле. Есть овцы и есть волки. Ты волк, и я тоже, верно? Это то, что ты видел во мне тогда, верно? Вот почему ты пощадил меня. И именно поэтому я люблю тебя. Потому что мы созданы друг для друга. Ты меня любишь? Да, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И ты любишь меня. Я вижу. Анна поцеловала меня в щеку, прежде чем поднять скальпель с пола. В какой-то момент я его уронил. Она осторожно положила его мне на колени, а затем покатила меня к Грейс. Грейс лежит на боку. Теперь ее глаза сфокусированы, они смотрят на меня.
Но я не могу избавиться от ощущения, что она меня не видит. Я достаточно близко, чтобы услышать слова, которые она шептала. Ее... Убей ее! Убей ее! Прошу! В ее голосе есть что-то свистящее. Я наклонился и оттянул ее губы. У нее не хватало несколько зубов. Я поворачиваюсь к Анне. А, да, это... Сколько? Всего лишь 4. Не более того. И я не знала, наслаждение это или что-то еще. Она просто не могла заткнуться, пока я это не сделала. Глаза Анны метнулись в сторону. Я проследил по направлению и увидел на земле плоскогубцы, полотенце и бутылки с чем-то вроде спирта для растирания. Психичка. Блин. Хоть мне ее жалко, но, блин, все равно она психичка. Ты злишься? Я не дал ответа. Что я чувствую? Знаешь, я не убивал Бадди. Что? Ты не... Нет. Тогда кто это сделал? Я пожал плечами. Это мог быть кто угодно. Анна задумалась, но в конце концов тоже пожала плечами. О, это не имеет значения. Хе-хе. Я думаю, что нет. А вот и выбор. Ой, черт. Ну а вот и идеальный конец. Просто идеально. Под концовочку прям. И последняя серия коротенькая будет под концовочки. Возможно, все концовки просмотрим. Ну да, просмотрим все концовки, а то будет слишком гадко не просмотреть их все, если уж так долго шли. Ну что ж, поздравьте, мы наконец-таки на финишной прямой. Ну и разумеется, мы не будем убивать Грейс. Ну а потом, может быть, и убьем. Но мне будет жаль ее трогать, серьезно жалко. Ну ладно. Буду надеяться, вам понравилась нормальная история про маньяка. Про 2 маньяков. Точнее, одного маньяка, который породил, но одну маньячку, которая его любит. Какой-то круговорот маньяков, как я и говорил. Круговорот маньяков в природе. Родители породили маньяка Джека. Он именно убил семью Анны. Породив маньячку Анну. И Анна своими действиями чуть ли, кажись, начала потихоньку превращать Грейс в такую же маньячку. Угу. Вопрос такой интересненький. Ну ладно. Да. Это реально похоже на круговорот маньяков в природе. Ну ладно. Буду надеяться, вам понравилось. Не забывайте писать комментарии с предложениями новых игр на компьютере. Вы так именно сможете поучаствовать в жизни канала и пополнить его своими любимыми играми. Что-то у меня уже язык начинает заплетаться. Любимыми играми. Пишите мнение о видео. Ставьте лайки, если понравилось. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы о новых видео узнавать и пополнить нашу маленькую крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!